это слышите? Чувствуете эту энергетику? У вас тоже мурашки по телу пробежали? Будто тебя зовет сама природа, и дальние предки обращаются к тебе. Вам тоже кажется, что эти звуки наполняют вас и пробуждают нечто такое, чего вы не ощущаете в обычной жизни? Ваше дыхание участилось, а сердце бьется так, будто вы пустились в первобытный пляс. Если за прошедшую минуту вы познали бытие и уже построили дракар, то не забудьте про ритуал из 3 специальных рун. Мы отплываем. Всем привет, или как бы поприветствовали друг друга скандинавы времен викингов, вадду хейлур, что означает пожелание оставаться целым и здоровым. Меня зовут Петр, вы на канале Стоунтека, и это рубрика «Что послушать», в которой я рассказываю об интересных, талантливых, известных и малоизвестных исполнителях и группах, которые стоит заценить. Вы, возможно, знаете, что сейчас популярно все, что связано с викингами, скандинавской культурой и мифологией. Многочисленные игры, фильмы и сериалы на данную тематику не дадут соврать. В этом ролике мы познакомимся со скандинавским фолком, одним из самых ярких андеграундных музыкальных направлений в мире. Одними из ярчайших представителей данного жанра сегодня выступают Форндом, Хайлун, Денхайм и Скальд. Однако, пожалуй, самой известной группой, играющей скандинавский фолк, выступает Вардруна, о которой я вам и поведаю в этом ролике. Садитесь поудобней и окунитесь в мир скандинавской музыки с самым подробным материалом о Вардруна во всем интернете. Свой рассказ о группе я начну с ее основателя, несменного лидера Эйнара Селвика, который родился 18 ноября 1979 года на Астерее, небольшом островном муниципалитете на западном побережье Норвегии. Музыкой Селвик начал заниматься еще в очень раннем возрасте. В 3 года он получил свой первый небольшой барабанный набор, а в 8 лет получил полноценную ударную установку, что развило его интересы. С ранних лет он был очарован скандинавской народной музыкой. Его старшие братья и сестры слушали металл, а отец классическую музыку, что также оказало на него влияние. Помимо увлечения музыкой, его отец увлек сына историей. Отец интересовался мифами и историями былых времен и охотно делился ими с Эйнаром. Тогда эти истории просто были интересны Селвику, и он не особо вникал в них. Однако, когда в раннем подростковом возрасте он нашел книгу о древних рунах, это разожгло в нем большой интерес к истории и культуре скандинавов до христианских времен. Повзрослев, Эйнар стал учителем музыки и репетитором для детей, попутно играя в группах, но позже он решил посвятить себя исключительно музыке. В 2000 году, в возрасте 21 года, Селвик стал барабанщиком блэк-метал группы Горгород, которая известна своими сатанинскими антихристианскими текстами, атмосферно-дикими концертами, различными инцидентами и даже уголовными делами некоторых ее участников. В ней он начал выступать под творческим псевдонимом Квитрафон, что означает «белый ворон», под которым он известен и по сей день. За время пребывания Эйнара в группе был выпущен 1 студийный альбом, после чего он покинул Горгород в 2004 году, чтобы сосредоточиться на своем личном проекте. Ему нравился металл, но он чувствовал, что его тянет к более древнему и природному жанру музыки. Идею создать проект, направленный на возрождение древнескандинавской мудрости и духовности, а также инструментов и обычаев Севера, Эйнар начал вынашивать в 2001-2002 годах, как результат его растущего увлечения рунами и шаманизмом. Он начал пробовать делать записи с шаманским бубном и трещотками. На вокал он решил пригласить Линди Фейхелу, которая в то время увлекалась различными традиционными стилями, от саамского йойка до африканского голосового фолка. На сегодняшний день Линди уже культовый и узнаваемый голос скандинавской фолк-сцены. Также к проекту присоединился бывший товарищ Эйнара по группе Горгород Гал, знания в области рунологии, а также истории и традиции Норвегии которого стали бесценным источником при формировании концепции Вардруна. Название группы является сочетанием слов «вард», что означает «страж», «хранитель», и «руна», что означает «руны», «тайна», «мудрость» или «магическая песня». В их случае это «хранители тайн». Эйнару пришлось долго и усердно учиться игре на различных древних инструментах, учиться записывать весь этот процесс, учиться развивать собственный проект, ибо опыта в этом у него практически не было. Я полностью самоучка, научиться игре на инструментах было проблемно. Как выучить инструмент, на котором никто не играл сотни лет?
А игру на инструментах, которые используются по сей день кем-то другим, я слышать не хотел, чтобы создать свое собственное звучание. Дебютный альбом записывался 7 лет, и большая часть времени была потрачена на подбор оттенков и комбинации звучания, заставляя инструменты работать вместе. Я потратил много времени, пытаясь найти правильный баланс и реализовать его. Время, место, элементы, инструменты – все это нужно было тщательно проработать в рамках общей концепции. С музыкой начинающей фолк-группы публика впервые смогла познакомиться в 2006 году, когда песня «Бjarkan» прозвучала в рамках норвежского документального фильма про современных ведьм под названием «Эксне». Позже, в 2007 вышла документалка True Norwegian Black Metal про бывшую группу Энора Горгород, в которой прозвучало еще несколько новых песен Вардруна, благодаря чему она уже успела получить определенную известность. Наличие Гала Вардруна также обеспечило к проекту повышенный, пусть далеко и не всегда здоровый интерес. В том же 2007 Гал покинул Горгород из-за внутренних конфликтов. Позже Вардруна подписала контракт с лейблом Indie Recordings, который специализируется на хард-рок и хэви-метал группах. Вардруна заранее проработала концепцию будущих 3 альбомов, объединив их в трилогию под названием Рунальют – Звуки рун, которую решила посвятить рунам. Трилогия интерпретирует 24 древние руны старшего футрока, являющегося самым старым руническим алфавитом, которым пользовались германские народы со 2 по 8 века. Дебютный альбом Вардруна и первая часть трилогии Рунальют под названием Гап Варгинунга, что по-русски может примерно означать «Великая пустота», вышел 19 января 2009 года. Работа привлекла к себе внимание и очаровала слушателей из-за уникального звучания группы. Музыка исполнялась сразу на норвежском, прото-норвежском и древнескандинавском языках, а игралась на отчасти забытых инструментах, что добавило группе солидную аутентичность. Альбом открыл чарующий мир скандинавской древности и мифологии, показал красоты того мира и приоткрыл тайну древних рун. Он получил почет и уважение у публики, стал глотком свежего воздуха в своем жанре, а также повысил интерес к скандинавской культуре. Дебютное публичное выступление группы состоялось в день релиза Гап Варгинунга в студии норвежского ток-шоу Store Studio, и тогда они понятия не имели, как работать в обстановке прямого эфира. Должен отметить, что справились они отлично. Свой же самый первый концерт группа удостоилась чести провести 9 апреля 2009 года в музее кораблей викингов в Осло на фоне 1200-летнего гокстадского дракара, который был обнаружен в 1880 году в кургане в Норвегии. Вообще живые выступления поначалу были крайне редким явлением, ибо группе пришлось потратить много времени на то, чтобы адаптировать свою музыку к концертному формату и создать ансамбль как таковой. Второй альбом Вардруна и вторая часть трилогии Рунальют Игдрасиль вышел 15 марта 2013 года. Игдрасиль стал достойным продолжением первого альбома и новым этапом развития группы.
Несмотря на схожую стилистику, его звучание немного отличалось от первой работы. Если Гап Варгинунга звучал более древне и таинственно, как что-то первобытное, шаманское, то Игдрасиль стал более динамичным, ритмичным, чуть более современным. Чувствовалось, что группа выросла, и их подача стала еще лучше. Должен отметить, что на данный момент этот альбом является самым прослушиваемым среди всех работ Вардруна на Spotify. Я бы сказал, что путь к мировой известности у группы начался именно в 2013 году с выходом альбома Игдрасиль. Также большую роль в популярности альбома и группы в целом сыграл сериал «Викинги». В 2013 году продюсеры сериала, который только начинал свой путь в покорении сердец зрителей, приобрели лицензию на использование музыки Вардруна в своем шоу. Первой песней группы в сериале стала Фейху с альбома Игдрасиль, и прозвучала она в 4-й серии первого сезона, спустя всего 9 дней после выхода пластинки. В 8-й серии первого сезона прозвучало уже сразу несколько песен Вардруна. Кажется, продюсеры были очень впечатлены группой и пригласили Эйнера принять участие в создании музыки для сериала вместе с его композитором Тревором Моррисом, о чем Селвик с радостью сообщил в фейсбуке группы 25 февраля 2014 года. Совместная композиция Эйнера и Тревора Валуспа, прозвучавшая в 3-м сезоне и названная в самом сериале по-другому, стала крайне популярна, а также была эпично исполнена вживую. Что интересно, именно саундтрек 3-го сезона стал самым прослушиваемым среди всех. И знаете, почему это не удивляет? Потому что, если найденная мной информация верна, именно к созданию музыки для 3-го сезона Эйнер приложил руку больше всего. Также он 2 раза появлялся в сериале в роли Каттегатского скальда в 6-х эпизодах 3-го и 4-го сезонов. По сути, Квитрафан сыграл там сам себя. Благодаря Эйнеру саундтрек сериала вышел на новый уровень, который отмечали многие фанаты шоу и самой группы. Звучание песен Вардруна в «Викингах», а также непосредственное участие Селвика в саундтреке к ним сыграло доброе дело в популярности группы и в скором времени принесло свои плоды. В апреле 2015 года в своем Facebook Вардруна объявила, что Гаал решил покинуть группу по собственному желанию. В сентябре того же года он объявил создание своей новой группы Гаал Свирт, с которой пишет музыку и выступает по сей день. За время существования Вардруна ее состав иногда менялся, но в последние годы он уже устоялся и выглядит вот так. В 2016 году вышла работа при участии Вардруна, но немного предыстории. В 2014 году Эйнер Селвик и Ивар Бьорнсон из норвежской метал-группы Enslaved объединились для выступления на концерте в честь 200-летия принятия Конституции Норвегии. Специально для этого они создали музыкальное произведение под названием «Скуксия». Положительные отзывы и желание предоставить Скуксия более широкой аудитории побудили Эйнера и Ивара объединить силы своих групп и написать по этому произведению полноценный альбом A Piece for Mind and Mirror, который вышел 11 марта 2016 года. Этой работой они хотели подчеркнуть идеи и традиции норвежского прошлого, рассказать историю страны с древних времен по настоящее время. И сделать это они решили через слияние прошлого с настоящим. Получился необычный фолк-метал, что для некоторых слушателей оказалось немного непривычно. В большинстве своем Скуксия получил положительные отзывы, поэтому спустя 2 года, 20 апреля 2018 года, Ивар и Эйнер выпустили еще один совместный альбом под названием «Хуксия». Работа вышла еще лучше и получила еще больше положительных отзывов и пополнила копилку качественных проектов Эйнера. Кажется, музыкантам нравится работать вместе, поэтому 5 ноября 2021 года должна выйти их 3-я совместная работа, мини-альбом Харденгер, а также переиздание их первой работы Скуксия. Хочу опять чутка вернуться назад и рассказать, что в 2015 году Эйнер Селвик вместе с Иваром Бьорнсоном и Саймоном Фуллерманом создают компанию By North Music. Это лейбл и платформа для продвижения норвежской культуры, музыки, искусства, литературы и кино.
Идея по созданию этой компании появилась в конце весны 2015 года, когда Эйнар и Ивар решили выпустить тот самый проект Skooksea в формате альбома. В честь его выхода они хотели сделать необычное шоу. В итоге они запланировали организовать трехдневный фестиваль скандинавской культуры London by North, в котором решили объединить презентацию проекта Skooksea, празднование 25-летия группы Ивара Enslaved, а также выступления Вардруна и других приглашенных групп. Все идеи реализовались, и теперь в Норвегии есть лейбл, который поддерживает своих артистов. Также вся музыка Вардруна с того времени выпускается на этом лейбле. На By North Music есть действительно интересные музыканты, с которыми я рекомендую ознакомиться, например, Скаландра. – 21 октября 2016 года вышел третий завершающий трилогию Рунальют альбом «Рагнарёк». Он смог дебютировать на первых местах мировых чартах США и Канады, что действительно сильно, ибо прежние альбомы были далеки от таких результатов. Особенно впечатляет тот факт, что своим дебютом в Billboard World Albums Вардруна сместила с первого места BTS с их вторым студийным альбомом Wings. Рагнарёк стал достойнейшим завершением трилогии. Он получил много внимания и самые высокие оценки от слушателей. Альбом вышел мощным в плане звучания, хоть и местами однообразным. Торжество ударных, духовых и струйных инструментов, мощное хоровое пение, богатая атмосфера от умиротворяющих мелодичных звуков до воинственных и оглушительных симфоний – все вышло на очень высоком уровне. Квитрафан в 2017 году отметил, что считает Рагнарёк самым лучшим и сбалансированным альбомом Вардруна. Его звучание намного ближе к тому, каким его изначально представлял Селвик. Плюс накопленные опыт и ресурсы сделали свое дело. Рагнарёк, как и вся трилогия в целом, хорошо проинтерпретированное, продуманное до мелочей и одухотворенное творение Вардруна. 20 октября 2017 года Эйнар выпустил двухпесенный EP под названием Snake Pit Poetry, который знакомит слушателя с его версией посмертной песни Рагнара Лоудбрака, взятой из 15 главы саги о Рагнаре Кожаные штаны и его сыновьях. Эта песня звучала в Викингах и очень понравилась зрителям, поэтому ее самостоятельный релиз выглядит закономерно. 23 ноября 2018 года вышел четвертый альбом Вардруна под названием «Скальд». Он получился не таким, как прежние работы группы. На протяжении многих лет Эйнар проводил акустические концерты и лекции, исполняя песни Вардруна самостоятельно, а также создавал произведения для телешоу «Викинги» в акустическом формате. В итоге части этого материала были записаны и изданы в формате альбома. «Скальд» – своего рода подарок поклонникам, которые долгое время просили записать альбом на основе сольного материала. После завершения работы над трилогией Рунальют я решил, время пришло, и выбрал формат, максимально приближенный к концертным выступлениям. Это не идеальная студийная запись, а зафиксированное в студии живое выступление со всеми сопутствующими погрешностями. Сегодня выходит чересчур много отполированной до блеска музыки с автотюном. Мне такое положение дела не нравится, я плыву против течения.
Эйнар Селвик – настоящий скальд, а скальд – это древнескандинавский поэт. Для Селвика быть скальдом значит быть способным видеть людей и мир, трактовать что-то другим людям так, чтобы это вдохновляло их. Это, по его словам, и есть путь скальда. Аудитория приняла альбом очень тепло, а акустическая версия Валуспа стала очередным хитом в репертуаре Вардруна. Русским фанатам Эйнар и вовсе сделал большой подарок своим сольным концертным туром в июне 2019 года, в котором посетил Москву, Петербург, Новосибирск, Краснодар, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Я был тогда на его концерте и могу сказать, что Эйнар Селвик – живое воплощение Браги, скандинавского бога-поэта. Мировой человек. 2020 год выдался для Эйнара довольно удачным и стал новым этапом в его карьере. В мае вышла музыкальная тема чемпиона Волейбир к игре Лига Легенд, которую Селвик записал в соавторстве с композитором Остином Уинтери. Стоит отметить, что для Квитрафана это не первый опыт написания музыки для игр. В 2017 году он записал несколько песен для survival экшен игры Rent. В том же мае 2020 года стало известно, что Эйнар Селвик вместе с композиторами Сарой Шахнер и Эйспером Кюдом работает над оригинальными песнями для видеоигры Assassin's Creed Valhalla. 13 ноября вышел саундтрек к игре, состоящий из 47 треков, а 4 декабря увидел свет сборник песен Wave of Giants, состоящий из 10 треков в исполнении самого Эйнара. Также музыку Селвика к игре можно услышать в саундтреке к дополнению «Гнев друидов», вышедшей 13 мая 2021 года. Саундтрек Вальгаллы очень полюбился игрокам, а также его номинировали на 2 премии Hollywood Music and Media Awards, но ни в одной из них он не выиграл. К слову, Селвик не ограничился лишь написанием музыки к игре, но и озвучил одного из ее персонажей, Скальда Браги из клана Ворона, который поддерживает песнями и байками боевой дух команды Дракара во время плавания. Struck Guthrod and Mikkel and pushed Orsa to the ground. Whose idea was this? They asked. Даже в игре сделали так, что Эйнара и его персонажа можно рассматривать как отсылку к богу поэзии и собирательный образ древненорвежских скальдов в целом. В общем, работа Эйнара над Вальгаллой вышла очень удачной и продуктивной, и благодаря ей о музыке Вардруна наверняка узнало еще больше людей. Свой 5-й альбом Квитравен Вардруна планировали выпустить 5 июня 2020 года, но из-за вспыхнувшей пандемии коронавируса они были вынуждены перенести выход пластинки на 22 января 2021 года. Однако группа не оставила людей без своей музыки в столь трудные времена, и вместо альбома 5 июня выпустила песню-клип «Лифьеберг». Это древнескандинавское слово означает «целебный холм» или «целебную гору». В скандинавской мифологии и эдической поэме Фьёльсвинсмол она известна как место утешения и исцеления слабых и больных, которым удается подняться на вершину и принести подношение находящейся там святыне. Дар означает дар взамен. Стресс может быть ядом. Дышите и отпускайте как можно чаще. Поднимайтесь на целительную гору как можно чаще. Гора – это лишь отражение того, что нам нужно преодолеть, независимо от того, обусловлено ли это внутренними или внешними факторами. Все, что обладает истинной ценностью, обладает истинной стоимостью. В зоне комфорта не происходит ни исцеления, ни личного развития. Песня в такое время пришлась очень кстати, и на данный момент клип на нее набрал больше всего просмотров на YouTube среди всех работ группы. 22 ноября 2021 года состоялся релиз долгожданного 5-го альбома Вардруна «Квитравен». Он стремительно ворвался в мировые чарты и превзошел по этим показателям все предыдущие работы группы. Такой повышенный интерес к альбому действительно впечатлял, но при этом не сильно удивлял, ибо имя Вардруна уже достаточно хорошо известно в музыкальной индустрии. Этот альбом ждали, в этом альбоме нуждались, и он не разочаровал публику. Квитравен получил большой успех и множество восторженных отзывов. Честно говоря, я еще не встречал такую группу, на чьи альбомы отсутствуют или практически отсутствуют негативные отзывы. Да, какие-то альбомы людям нравятся больше, какие-то меньше, но никакого негатива нет. Квитравен более чем когда-либо проясняет конечную цель и мотивацию, которая была у Вардруна с самого начала – создать новое со старыми, но все еще актуальными мыслями.
Этот альбом еще сильнее взывает к людям современного мира. И возможно, именно в такой музыке в нынешних реалиях люди нуждаются больше всего. 26 марта 2021 года Вардруна устроили уникальный виртуальный концерт под названием «Первый полет Белого Ворона», на котором представили свой новый альбом Квитравен широкой публике. Шоу стало отличным способом окунуться во вселенную Вардруна для людей, не попавших на их концерты из-за переносов туров или не имеющих возможности оказаться на живом выступлении норвежцев. 26 ноября 2021 года вокалистка Вардруна Линди Фейхела представила свой альбом Hildrin совместно с группой Дейфарне. Обязательно послушайте. И не забывайте про мини-альбом Харденгер от Эйнера и Ивара, который выйдет 5 ноября. Сейчас у группы в планах туры в 22-23 годах, среди которых найдется местечко Москве и Питеру. Не пропустите. Что ж, довольно подробную историю Вардруна и Эйнара Селвика я вам рассказал. А теперь давай чуть-чуть больше углубимся в то, чем же так интересны эти ребята. От музыкального стиля и философии до процесса создания музыки. Вардруна посвятили себя музыкальной интерпретации скандинавских мифов и верований, но прежде всего рунам. Когда Эйнар записывает песни, он пытается вникнуть в суть рун настолько глубоко, насколько это возможно. Руны имеют символическое значение. В своей музыке Селвик пытается озвучить руны, передать их глубинное магическое значение, используя аутентичные звуки, инструменты, слова, язык, и старается рассказать историю, исходное значение каждой руны. Эйнар находит большую часть своего вдохновения во время прогулок, от звуков пения птиц, ломающегося льда и хрустящей листвы. Сам же процесс записи происходит в местах, имеющих отношение к той или иной руне, наилучшим образом отражающих характер и природу данной руны. При записи Эйнар в основном использует традиционные народные инструменты, а также звуки вроде шума деревьев, текущей воды, камней и огня. Например, когда он работал над руной Бьяркон, Селвик уходил в лес и играл среди берез, записывал звуки ветра, все, что связано с руной, пытался вложить в музыку. Того же подхода он придерживался для рун, означающих воду и камень. Еще один интересный пример, когда Эйнар работал над вторым альбомом Игдрасиль над руной Наудир, что означает нужда, он не пил и не ел 3 дня. Он поднимался в горы в легкой одежде во время бурана, он просто шел. С собой у Эйнара было звукозаписывающее оборудование. Когда пришло чувство, что смерть близко, Селвик начал записывать нужную партию для песни. Он называл это экстремальным подходом к творчеству, пытаясь захватить подобную энергию. Процесс записи у Эйнара и Вардруна выходит за пределы музыкальных границ и является очень ценным и уникальным. Вардруна широко применяет скандинавские исторические традиционные инструменты, в том числе примитивные барабаны, флейты, скандинавские лиры, тальхарпы, варганы и рога. Также используются нетрадиционные инструменты и другие источники звука. Какие-то инструменты Эйнар собрал самостоятельно, какие-то воссоздал по чертежам, а какие-то его научили делать археологи. Да, Квитрафан настоящий мультиинструменталист, но ему понадобилось много времени, чтобы научиться игре на старинных и местами забытых инструментах. Как мы уже знаем, Вардруна — это норвежская группа, играющая скандинавский фолк. Под скандинавским фолком сегодня может подразумеваться традиционный фолк, нордик фолк, неофолк, дарк фолк, амбиент и так далее. Вардруна в каком-то смысле популяризировала нордик дарк фолк. После их успеха стало ясно, что такая музыка востребована, и начало появляться больше групп, играющих в этом жанре. Что касается самой Вардруна, это насыщенная визуальными образами музыка, которую трудно уместить в рамки какого-либо жанра. Звучание группы часто называют необычной смесью нордик фолка, дарк фолка и эмбиента, но ни один из этих жанров не может точно характеризовать неповторимый стиль группы, который можно понять, только услышав его. Как мы уже знаем, скандинавская культура сейчас очень популярна, и помимо Вардруна есть и другие фолк-группы. Этой темы в октябре 2018 года в своем интервью с Селвиком коснулся сайт darkside.ru. По словам Эйнара, когда Вардруна начинала свой творческий путь, им пришлось пройти через определенные стереотипы и заблуждения касательно древних скандинавов. Даже в самой Норвегии у викингов и скандинавов имеется дурная слава, и часть населения стыдится своего прошлого. Люди в Норвегии очень стыдятся своих корней из-за нацистов. Нацисты пользовались древними руническими символами и свастикой, извращая их значение. Люди часто путаются в этом. Также не очень хорошо смотреть на свою историю глазами христианских монахов, как это было раньше, будто вся старая культура заключалась в разграблении монастырей. Но это неправда, это была всего лишь крошечная часть. К счастью Селвика, повышенный интерес к викингам за пределами Скандинавии побуждает норвежцев пересмотреть их взгляды на свои корни.
Вардруна не романтизации прошлого или попытки снова стать викингами, а о том, чтобы взять из древности то, что имеет значение и сейчас, у чего мы до сих пор можем учиться. Многие вещи стоит помнить, но у многих уже давно вышел срок годности, последние меня не интересуют. Эйнар отмечал, что в школах тоже не так хорошо преподавались события тех лет, в чем есть вина христианства, которое упростило и демонизировало скандинавское прошлое. У него есть определенные вопросы к христианству, но при этом он не выступает против него или каких-либо религий. Сейчас Селвик уже сам довольно неплохо знает историю и культуру прошлых лет, благодаря чему уже не раз проводил различные семинары в школах и университетах, в которых читал исторические лекции, исполнял песни и демонстрировал инструменты. Возможно, кто-то сейчас удивится, но Эйнар считает эпоху викингов не очень интересной и отмечает, что в его музыке и в его сердце для нее не так уж много места. Более того, он не любит слово «викинг» и никогда не употребляет его при разговоре. Ему не нравится, что это слово ассоциируется только с набегами и убийствами, когда его значение намного шире и богаче. Эйнар предпочитает использовать термин «норс», который охватывает более широкий спектр культурных традиций и не зацикливается на военных походах, которыми славились викинги. Также он рад, что повышенный интерес к событиям тех лет избавляет людей от стереотипов, что его предки были просто варварами. Эйнар проделал большую работу, и его вклад в популяризацию скандинавской культуры невозможно переоценить. Всемирная известность Вардруна говорит сама за себя. Дискография группы насчитывает 5 альбомов. Я пройдусь по каждому из них и получше раскрою их содержимое. Сильно углубляться в те же руны я не буду, ибо по словам Селвика у них очень много разных значений, но очень краткий и общий их смысл передать, надеюсь, смогу. Да простит меня Эйнар, если я где-то ошибусь. Хагал – самая первая песня Вардруна, созданная и записанная еще в 2002 году. На протяжении многих лет она открывала концерты группы. Эта руна означает грады, также может означать семя. Хагал – это острие ножа между созиданием и разрушением. Оно очищает или убивает старое и тем самым создает место для нового. Грады можно представить как символ появления скандинавского Йотуна и мира, первого живого существа, из которого был создан мир. Он произошел из-за льда Эливагара, в котором теплота зародила жизнь. Вспоминаем обложку альбома, которая как раз стилизована под снег и лед. Если очень упрощенно, Хагал – это начало, в нашем случае как минимум начало альбома. Руна Яра означает зимнее солнцестояние, урожайный год. В песне люди обращаются к силам природы, просят богатый урожай, а после того, как урожай собран, к божествам возносятся благодарственные песни. По музыке и ее тексту представляется, как после гроз оживает природа, птицы заводят радостные трели, а люди готовятся к полевым работам. Тяжелый труд земледельцев сопровождается песнопениями и обращениями к божествам плодородия. Альбом Гапвар-Гинунга «Сотворение мира и посеве семени». Сначала была огромная пустота, Гинунгагап, а потом начала появляться жизнь. Он показывает как бы первый и важный этап существования человечества. Мы знакомимся с природой, ее звуками, бытом людей, что пашут на полях и обращаются к богам. И в этот необыкновенный первобытный мир окунает нас дебютный альбом Вардруна. Рутлаус Трефел – заглавная песня альбома Игдрасиль. Ее название означает «дерево, лишенное корней, падает» и основано на философии Вардруна. Свою музыку группа направляет на то, чтобы выкопать корни и показать их людям, указать на то, откуда они и чего им не хватает.
Это отсылает к уже сказанному мною ранее, что вокруг Скандинавии хватает стереотипов и демонизации, и Вардруна старается исправить это. В песне идет обращение к всеотцу Одину и его жене Фрик, мудрым ванам, древним турсам и норнам, чтобы они защитили корни Игдрасиля. Как древу не прожить без корней, так и человеку придется тяжко без корней духовных. Отличная песня, задающая темп и настроение для всего альбома. Хельвеген означает путь Хель или Хельхейм, один из 9 миров, мир мертвых. Завершающая песня альбома и визитная карточка группы. На YouTube у этой песни много перезаливов с миллионами просмотрами, а на Spotify это и вовсе самая популярная песня Вардруна. Она крайне востребована у публики, и группа ее даже исполняла с приглашенными артистами Аврора и Эйвор. Обе исполнительницы обладают крайне интересными голосами и своим исполнением добавляют Хельвеген еще более проникновенный эффект. Если вы попробуете найти реакции на музыку Вардруна, то именно эта песня самая востребованная и, что интересно, именно с участием Аврора. Это песня, которая во многих смыслах охватывает многое из того, о чем Вардруна. В моей культуре песни были на все, и теперь это потеряно. Были песни о том, когда рождались люди, когда они умирали, когда они засевали поле, пекли хлеб, а теперь их больше нет. Итак, это песня о смерти и умирании, переходе и отпускании, а за ней стоит вопрос: кто будет петь для меня, когда я умру? Думаю, нам сегодня нужны эти песни. Одна из причин, по которой люди связываются с Вардруна таким личным образом, и с этой песней в частности, заключается в том, что есть потребность в этих песнях и в такой связи с безымянным. Назовите это природой, Богом, как угодно. Эта песня очень много значит для меня и для других. И ведь он прав. Я начал слушать Вардруна где-то после выхода второго альбома, и именно эта песня покорила меня и на долгое время засела в моей голове. Да что тут говорить, я до сих пор ловлю мурашки при ее прослушивании. Игдрасиль в скандинавской мифологии Древа Жизни продолжает трилогию и посвящен сходам, росту семян, укреплению корней. Он затрагивает крайне важные и сложные стороны человека, его внутренний мир, духовное развитие и преодоление препятствий. Альбом может потребовать от вас полного погружения и осмысления, но взамен даст необыкновенно атмосферную и живую музыку, а также соединит вас с вашим внутренним «Я». Райда – это реконструированное название протоскандинавской ара-руны и предположительно означает «верховая езда», «путь», «путешествие». Концепция песни и видео вдохновляется старой рунической поэзией, где, например, можно прочитать, как лошадь утешает беспокойных, и как путешествие быстро для наездника и утомительно для лошади. Лошадь представляет собой путешествие, которое может принимать самые разные формы. Суть этой руны также может заключаться в преодолении препятствий. Это хорошо показано в клипе, где сначала Эйнар привязан к дереву, то есть стоит на месте, не двигается, не прогрессирует, потом освобождается и блуждает по лесу, будто ищет свой путь, затем начинает скакать на лошади, что означает, что он нашел путь, получил контроль и полную свободу над своей жизнью. В конце Эйнар отпускает лошадь, что можно представить как конец пути. Как говорил Селвик, у каждого может быть свое толкование, и в этом вся прелесть. Райду, наверное, самая мелодичная и красивая песня на альбоме, а клип завораживает видами и отлично отражает ее содержание. Руна
«Руна Льют» — заключительная песня альбома, в которой упоминаются многие руны, о которых уже пелось в трилогии. Таким образом, песня подводит ее итоги. Данное слово означает «рунная песнь», «руническая поэма». В песне есть цитаты из древнескандинавской поэмы «Хавамол» — «Речи Высокого», в которых, как считается, бог Один рассказывает людям, как достойно прожить жизнь. «Руна Льют» служит кратким изложением концепции одноименной трилогии и отличным ее завершением. Альбом не о гибели, как ошибочно можно подумать. Он скорее о воскрешении из пепла, о трансформации и перерождении. Я всегда стараюсь давать некоторый простор для интерпретации в своей музыке. Я думаю, самое важное в моей музыке, особенно для тех людей, которые в самом деле пережили что-то вроде возрождения, это дать им пространство для переживания собственного опыта, а не грузить их своими мыслями на этот счет. Мне кажется, это помогает моей музыке стать более близкой слушателю. Я хочу, чтобы трилогия «Руна Льют» понималась как цикл. Это цикл без начала и конца, который можно продолжать бесконечно. Речь не о разрушении, а о том, что восстает из пепла, о жизни. Жизнь — повторяющаяся тема в этом альбоме. «Рагнарёк» — это великолепный финал трилогии. Все сделано так, что после его конца можно сразу включить первый альбом, и так по кругу. Новое начало непременно будет, цикл жизни возобновится, Игдрасиль вновь расцветет, а колесо вселенной обернется еще один раз. Это очень популярная песня в репертуаре Вардруна. Валуспа, или Прорицание Вёлвы, одна из известнейших песен старшей Эды. Эйнар признается, что Валуспа – одна из самых его любимых древнескандинавских произведений. В ней пересказывается картина от сотворения мира до его гибели, а затем последующего возрождения. Она о цикле жизни и смерти. Версии Валуспа, что из викингов, что сольная у Эйнара, просто топ. Поверьте мне, когда Эйнар вживую исполняет эту песню, после ее окончания зал аплодирует так долго, как порой аплодируют по окончанию целого концерта, настолько эта песня касается людей. Альбом «Скальд» — это другая сторона Вардруна. Мы записывали материал вживую, чтобы сохранить сырую бескомпромиссную энергетику, характерную для лайв-выступлений, на контрасте с безупречно полированными студийными треками. Это вдохнуло силу в древнее искусство, заключенное в средоточении скандинавских поэтических устных традиций, обретших новые формы в исполнении скромного современного скальда. Музыка звучит проще и минималистичнее, но в то же время поэтичнее и аутентичнее, отправляя слушателя в музыкальное путешествие за пределы известного мира Вардруна. Сольный голос Эйнара и его древние инструменты создают чистое, богатое и насыщенное звучание. Уже лишь на одном голосе Селвика можно сосредоточиться и улететь в космос, а как в его руках звучит Кравик Лира, это просто... Эта песня отражает то, как развивалось со временем наше отношение к волкам, к хищникам в целом. Картина вырисовывается не самая приятная. Я знаю, что во многих странах фермеры страдают от нападений диких животных. Я понимаю, это сложная проблема, но в песне отмечается, что хищники имеют свою ценность, как и все остальное в нашем мире. Я не считаю, что убийство вида или уничтожение целой экосистемы – верное решение. Приятный минималистичный клип и отличная песня, звучание которой особенно обогащается, когда начинает звучать голос Линди Фейхелы. В песне «Скуги», что означает «тень», поется о поиске ответов и правды. По сути, это песня, рассказывающая историю разговора между человеком и его тенью. История такова: человек задает своей тени вопрос и не получает ответа. Затем солнце садится и, конечно, его тень исчезает, в данном случае гора. И тогда человек кричит на гору, и тень эхом отвечает его собственные слова. Так что ответы внутри. Хорошая песня с хорошим смыслом, о котором мы порой забываем. Альбом Квитраван во многом посвящен анимизму, нашему отношению к природе и к чему-то большему, чем мы сами. Он вдохновлен устными традициями и устной культурой. Также Белый Ворон — повторяющаяся тема на протяжении всего альбома, потому что это центральное и важное животное в норвежской традиции.
Квитраван — это продолжение трилогии Рунальют, где я придерживаюсь той же творческой концепции. Весь альбом со всей силой взывает к современным людям. Хоть эти песни и транслируют мудрость прошлых веков, идеи предков по-прежнему применимы и к нашим дням. Вслушайтесь в них, отнеситесь к природе как к чему-то священному. Думаю, посыл песен группы находит отклик в сердцах людей, а их мощная, местами меланхоличная и мрачная музыка проникает прямо в душу. Еще один успешный альбом группы, который не может оставить равнодушным. Какая музыка в исполнении Вардруна ждет нас впереди, какие темы одна поднимет и куда приведет, это вопрос времени. Уверен, что Эйнар еще много может нам спеть, а мы в свою очередь с удовольствием послушаем. Вардруна – уникальное и многогранное явление в современной музыкальной индустрии. Проект Эйнара не просто стал настоящим событием, но и культурным феноменом, побудившим людей в современном постмодернистском мире оглянуться назад, вернуться к корням и заняться духовным поиском. При этом их музыка определенно не для всех, едва ли может быть по-настоящему мейнстримной. Первое время группа находилась в андеграунде и была сугубо для любителей жанра. Сегодня же Вардруна – это успешный проект не только в рамках скандинавского фолка, но и в музыкальной индустрии вообще. У огромного количества людей, кровью никак не связанных со Скандинавией, появился интерес к ее культуре, мифам и к традиционной музыке. Нередко под клипами группы можно встретить комментарии в стиле «Эта музыка заставила меня скучать по дому, которого у меня никогда не было. И это дорогого стоит». Вардруна – это по зову сердца. Сам проект родился потому, что я чувствовал в нем необходимость. И я знаю, что каждый день песни Вардруна слушают многие люди. Эта группа неотделима от меня, она моя часть. И я уверен, что никогда не перестану играть в этом коллективе. И это невероятно здорово. Слышать, чувствовать, играть музыку, делать это так, чтобы тебя пробирало до костей, а твои эмоции обострялись до предела. Наверное, в этом и заключается мечта музыканта – отдавать себя целиком творчеству. Эйнар не ожидал того успеха, которого добьется Вардруна. Он создавал этот проект для себя, ему было все равно, что подумают люди. Он просто хотел творить музыку, которую услышал внутри себя и хотел слушать. Поэтому для него стало приятным сюрпризом и огромным бонусом, что его музыка так сильно понравилась людям и ее приняли столь близко к сердцу. Это позволило Селвику создавать больше музыки. А ведь поначалу Эйнар, Гал и Линди даже не собирались выступать вживую, группа задумывалась как исключительно студийная. Вардруна в скандинавском фолке – это Линкин Парк от рока, Луис Армстронг от джаза, Майкл Джексон от попа и Эминем от рэпа, проще говоря, мастодонты своего жанра. Вардруна вписала свое имя в музыкальную историю, и в будущем оно будет звучать только громче. Досмотрели до конца? Храни вас, Один, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно и вы узнали много нового о Вардруна и скандинавской музыке в целом. Напишите в комментариях свое мнение о ролике, о самой группе и о том, что для вас значит их музыка. Буду благодарен, если вы поддержите меня классическим ритуалом. Лайк, подписка и уведомляющий колокольчик. Это очень важный ритуал, без которого многие люди просто могут не ознакомиться с этим роликом, а я без него не смогу продолжать делать такой информативный материал. С вами был Петр, канал Стоунтека. Спасибо и всего вам интересного.